Добрый вечер, дорогие друзья. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. И мы будем начинать. Всегда радостно видеть вас в нашем звездном зале. И приятно, что люди самого разного возраста и молодежь. Значит, у нас все-таки интересно. Сегодняшняя тема была заявлена, и мы видим с вами ее на нашем экране. Может быть, возникнет вопрос. Все-таки наш цикл в основном про астрономию. А сегодня слово о затмении Игоревым. Но само это произведение и те события, которые описаны, не дают покоя историкам, лингвистам и астрономам уже почти 9 столетий. Сегодня у нас расскажет о своем отношении, о своем взгляде на это произведение и на явление, которое описано в нем, доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Московского университета, президент Международной ассоциации планетных наук Владислав Владимирович Шевченко. Добрый вечер. Рад вас видеть. И перед началом программы всей я хочу просто в нескольких фразах объяснить, почему я, не филолог, не лингвист, не историк, оказался причастен к слову о полку Игореве. Дело было таким образом, что в начале 90-х годов группа энтузиастов решила создать компьютерную версию планетария, которая могла бы использоваться на простых персональных компьютерах, но решать довольно сложные задачи. И такая программа была создана. Кстати говоря, к созданию ее были привлечены наши инженеры и ученые, которые работают в области космических исследований. Ну, поскольку здесь, так сказать, воспроизвести всю сложность того, как совершается движение небесное светило, потребовалось, конечно, очень много разнообразных знаний. И на каком-то этапе в эту группу привлекли меня. И я там консультировал чисто астрономические проблемы, что можно показать, что как показать, каким образом. Но последний вопрос был такой. Вот наша математическая программа обеспечивает моделирование различных астрономических явлений на 10 тысяч лет вперед и на 10 тысяч лет назад, в прошлое. Ну, вы понимаете, что 10 тысяч лет вперед – это интересно, но не так интересно, как 10 тысяч лет назад. Потому что за прошедшие 10 тысяч лет человеческой цивилизации были накоплены различные материалы литературные, летописные, разные записи, воспоминания и так далее, и так далее. Ну и математики сказали, ну вот теперь посмотри, так ли наша программа воспроизводит то, что было отнаблюдено, что было наблюдаемо когда-то человечеством. Ну, разные, вы, наверное, помните разные, если интересовались историей астрономии, моменты там, например, когда Колумба пытались съесть, а он, дикие племена, а он в этот момент вспомнил, что сейчас на этой широте, в этом месте начнется затмение. И благодаря тому, что это затмение действительно началось, его преследователи
испугались, и все кончилось благополучно. Но среди прочих таких вот загадочных проблем, конечно, меня заинтересовало слово о полку Игореве, потому что, ну, во-первых, это произведение, фундаментальное произведение нашей литературы. Вот. Во-вторых, там много есть исторических ответвлений, много есть ссылок на летописные данные, по которым мы можем проверить, что было так или какие-то детали были. Вот все это было использовано. Ну, а насколько это интересно, мы посмотрим дальше. А сейчас наша любезная хозяйка, научный директор планетария Фаина Борисовна Рублева покажет вам самое чудо из чудес – звездное небо. Еще раз добрый вечер. И перейдем к нашей лекции. Итак, это было 8 с лишним столетий лет тому назад. Слово о полку Игореве очень знаменитое в нашей литературе, поскольку является одним из самых древних свидетельств письменных, и не только об истории, но и как поэма. Часто она так и называется, как поэма. И у этой рукописи очень трагичная история. Ну, по легенде, обнаружил ее Мусин Пушкин, известный литературовед в свое время, в XIX веке. Но он не успел сделать, вернее, он успел сделать несколько списков, которые до нас и дошли. А оригинал погиб во время Московского пожара 1812 года. Поэтому вот сама история такого литературного памятника, она вызывает многие-многие вопросы, до сих пор пока еще обсуждаемые, ну, прежде всего, конечно, в кругах лингвистов, филологов, историков. Но для нас интересно то, что это литературное произведение, ну, для нас, я имею в виду вот в данном случае, для собравшихся здесь, интересно тем, что оно совпало с очень известным на Руси, на средневековой Руси, солнечным затмением 1185 года. Сразу оговорюсь, что какие-то вещи, ну, фундаментального характера, конечно, я не брал в рассмотрение, поскольку такие выдающиеся ученые наши, как академик Лихачев, академик Рыбаков, подробно исследовали это литературное произведение, и я уже считал то, что они нашли, то, что они обосновали, то, о чем они рассказали, это является, ну, для меня, во всяком случае, это является основой, на которой можно только строить дальнейшие свои рассуждения, но никаким образом не вникать, ну, никак-то не переделывать эти вещи. Очень знаменитый современный исследователь, академик Андрей Анатольевич Залезняк написал книжку, которая называется, вот перед вами фотография обложки второго издания этой книжки. Она называется как «Взгляд лингвиста на это произведение».
Ну, книжка очень интересная, и кто интересуется более подробно этими вещами, может ее прочесть. Я вот из нее одну фразу решил вынести на ваше усмотрение и вообще, так сказать, сделать эту фразу как бы эпиграфом ко всему остальному. Ведь до сих пор нет твердого убеждения, а кто написал вот эту поэму, кто описал в литературном смысле поход Игоря Новгород-Северского. Ну, вот мнение академика Залезняка. Подделка, начинается с этого слова, потому что очень часто и очень много раз различные исследователи считали, что это не оригинальное произведение, что это просто подделка, как стилизация под то время. Вот Андрей Анатольевич считает, что подделка не является абсолютно невозможной, но ее можно допустить только в том предположении, что ее осуществил некий гений, причем пожелавший полностью скрыть от человечества свою гениальность. Ну, сознайте, что вот такое мнение очень авторитетного исследователя, оно говорит о многом. Итак, вернемся к астрономии, к нашим проблемам. Что есть Игорево затмение? То есть, с астрономической точки зрения, каковым представляется это явление. Перед вами одна из гравюр известного художника Фаворского, где вы видите, ну вот непосредственно самого Игоря, его дружинников и вот затмившееся солнце. Дело в том, что в самом произведении, в самом слове о полку Игореве нет точного описания затмения. И поэтому довольно часто, особенно при художественных интерпретациях его, ну так как вот здесь представленная иллюстрация Фаворского, представляли, что это затмение, ну вот таким образом оно и представлялось, что оно полное затмение, то есть когда солнце затмевается и наступает тьма, тем более, что насчет тьмы вот там слова определенные были. Но посмотрим, что нам дает современные данные. Вот я уже говорил о том, что в свое время группа энтузиастов разработала такую программу, которая называется Redshift, способную воспроизводить многие вещи. Согласно этой программе, то затмение, о котором мы говорим, произошло 1 мая 1185 года, и область полной фазы, вот здесь она помечена стрелкой, располагалась где-то вблизи Новгорода. А сам Игорев поход и все события, связанные с Игорем, они располагались вот в этой области, то есть значительно южнее, на границе славянских и половецких земель. Но сначала посмотрим, что происходило в Новгороде. Вот эта область в крупном масштабе, область вокруг Новгорода Великого, ну, чтобы отличить его от Новгорода Северского, скажем, где княжил Игорь Святославович. И новгородская летопись вот так описывает то, что происходило в этот день. Ну, года, конечно, имеют другую
другой счет, значит, это по нашему счету, 1185 год, 1 мая, это абсолютно точно указано, в час 10 дней. Но вот здесь я затрудняюсь перевести эти часы в современную шкалу времени, однако здесь мы видим вполне определенное указание. Яков звонение вечернее. То есть все происходило, ну, по крайней мере, во второй половине дня. Ну, дальше сказано, что солнце померкло на час и более. Это очень существенная количественная характеристика. И звезды были видны. Вот что очень важно, что вокруг солнца, затмившегося солнца, были видны звезды. Ну вот эти слова, о которых я говорил, эти описания, они сохранились в виде такой рукописи. Ну, это то же самое. Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку, так называемому, но она практически повторяет то, что мы уже узнали, что было затмение солнца, были видны звезды, и главное здесь можно указать на то, что в солнце было видно, когда оно было в частной фазе, то есть яко месяц, из рога его какие-то, значит, появлялись огни. Ну, это можно интерпретировать по-разному, в том числе, ну, всем хорошо известный наш астроном Воронцов-Велиминов, по учебнику астрономии которого кто-то из присутствующих, наверное, изучал астрономию, он считал, что вот эту фразу можно расшифровать как первое в истории визуальное наблюдение протуберанцев. То есть вот это явление еще и таким образом характеризуется. Ну, вот так моделирует Redshift в динамике. Луна прошла по Солнцу, вы видели, возникла корона, момент, когда был закрыт диск. Можно еще раз посмотреть. Это было в Новгороде 1 мая. Ну, по настоящему счету времени с 15 часов 20 минут до 17 часов 20 минут, то есть порядка 2 часов. Ну, если бы просто взять фотографию, то вот так выглядело Солнце, корона и яркие звезды вокруг Солнца. Но если мы возьмем на тот момент, на то время, на тот год, день и час, вот положение Солнца, вот это затменное Солнце, и то, что вокруг, то мы действительно увидим много ярких объектов, ну, начиная с Венеры, сюда же относятся Бетельгейзе, очень яркая звезда, и другие звезды, которые вот вокруг располагаются. И, конечно, при полной фазе, когда Солнце полностью затмилось, то эти звезды выглядели довольно ярко. Вот еще один момент, касающийся связи астрономии, лингвистики и истории, это относительно чередования страниц в той рукописи, которая дошла до нашего времени. Ну, я условно назвал этот раздел как перепутанные страницы. А почему это так говорится? Ну, во-первых, если взять
исходный текст, то вот видно, что значит, там Игорь собирает своих союзников, начиная с брата Буи Всеволода, все мы помним по школьным учебникам. Вот. И дальше, вот когда идут описания того, как Игорь дожидается своих союзников, дальше идет вот эта ключевая фраза. Тогда Игорь взглянул на светлое солнце. Это кусок текста взят из летописи. И увидел, что от него тенью все его войско прикрыто. Ну, дальше идет рассуждение Игоря, как он объяснял все это своей дружине, к этому мы еще вернемся. Но так или иначе начинается вот это литературное произведение, начинается оно неким запевом, когда автор обращается к Баяну, это известный древнерусский персонаж, который был автором каких-то произведений, вот обращается к нему, что по его традиции, по его слогу и так далее, он будет писать и свое произведение. Но вот сразу после этого вступления вот идет эта самая фраза. И, как я уже сказал, литературные интерпретации, они вот это все точно повторяют. Ну, в частности, вот одна из них, это картина Рериха, вот стены Новгород-Северского, только что вышли войска из ворот Новгород-Северского, и, оказывается, уже затмилось солнце. Если кто из вас смотрел в Большом театре оперу «Князь Игорь» Бородина, то вы тоже помните, наверное, что начинается именно с затмения, что все начало действия происходит, когда Игорь вместе с сыном Владимиром и другими своими союзниками собирается идти в поход, и тут наступает затмение. Но на самом деле оказывается, что это не так, если мы обратимся к другим источникам. Вот, например, летопись, такое у нее название, летопись русская по Ипатьевскому списку. Имеется в виду Ипатьевский монастырь, где этот список был сделан. И дальше вот то, что я выделил. Значит, Игорь отправился в поход из Новгорода, имеется в виду Новгород-Северский, 23 апреля, во вторник. Далее опять перечисляется, кто с ним шел в поход. И вот заканчивается этот абзац вот теми словами, что, подойдя к реке Донцу, Игорь в год вечерний, то есть опять-таки повторяется, что это было во второй половине дня, по крайней мере, Игорь взглянул на небо и увидел, что солнце стоит как месяц, то есть он увидел ущербную фазу затмения. Согласитесь, что от вторника до того, когда почти целую неделю войска шли до берега Донца, в общем-то, вот эти в литературном произведении эти моменты пропали. Вот карта похода, которую составил уже упомянутый мною академик Рыбаков. Вот Новгород-Северский. Кстати говоря, чтобы можно было ориентироваться, какие здесь были земли, поскольку это древние названия и древние поселения. Это Новгород-Северский, где Игорь княжил.
Вот Чернигов, он и остался современным, так сказать, на современном месте Чернигов. Курск тоже на современном месте Курск. Дальше начинается в южной части Половецкие земли. А вот место, где, в общем-то, Игорь увидел, ну и его сподвижники увидели затмение. То есть они почти целую неделю прошли до берега Донца, и только здесь они увидели затмение 1 мая. С 23 апреля они шли, а 1 мая они увидели затмение. Ну, точных географических данных вот этого места мне найти не удалось, но по всем данным это где-то в районе современного Харькова. Ну, тогда Харькова еще не было, а вот то место, где они остановились на берегу Донца и посмотрели на небо, соответствует примерно положению современного Харькова. Ну и таким образом, вот вывод, который я делаю первый из анализа, вернее, из сопоставления астрономических данных и данных литературных, данных, соответствующих различным текстам летописей, что астрономический анализ подтверждает заключение некоторых лингвистов, а такие предположения были, что была трудно сказать, перепутана ли, поскольку я уже говорил о том, что сложная судьба была у этой рукописи. То ли это перепутали намеренно, то ли случайно, то ли просто какие-то страницы за 8 веков были утеряны, потому что первая публикация была в первой половине XIX века. Таким образом, вот астрономия помогает нам восстановить то, что касается непосредственно рукописи. Следующий раздел. А что же увидели Игорь и дружина? Вот, значит, в разных интерпретациях это выглядит так, что Игорь посмотрел на небо и увидел, что солнце померкло. Это самая общая интерпретация. В летописи мы видели, что там четко написано, он посмотрел и увидел, что солнце выглядит яко месяц, то есть это явно частная фаза затмения. Ну, что же было на самом деле, посмотрим. Ну, вот здесь извлечение из слова о полку Игореве, где сказано в общем: «Тогда взглянул он на солнце светлое и увидел мраком покрытое все войско». То есть померкло небо, свет померк. В Ипатьевской летописи я уже говорил, что вот дойдя до Донца, в вечернее время Игорь воззрел на небо и видел солнце, стоящее яко месяц. Вот как это могло бы быть на самом деле в том месте, где Игорь и его дружина наблюдали солнце. Вы видите, затмения полного не было. Произошло частичное затмение, то есть какой-то вот месяц, яко месяц. Так оно и есть. При максимальной фазе затмения мы видим очень похоже на месяц. Ну, теперь вот какая вещь, какая загадка встает перед нами. А как же кто-то увидел вот это затмение? Ну, если просто реконструировать, как обычное затмение, вот реконструкция редшифта, здесь 1 мая 1185 года берег Донца, мы не увидели бы солнца или его ущербную часть, потому что даже очень небольшой, ну, это известно всем,
кто занимается затмением, и любителям, и профессионалам. Даже очень небольшой вот такой месяц или полумесяц, но освещенный, он мог бы создать вполне яркую картину, которую мы не могли бы отличить темную часть от светлой. Ну вот, например, современная вот такая фаза современного солнечного затмения, сфотографированная современным обычным аппаратом, вот вы видите, светлое пятно и все. А тем не менее, Солнце – это страница из так называемой Радзивилловской летописи, где показано вот Солнце, и прочие описания говорят о том, что для древних славян Солнце – это было очень важный объект, важное божество. Ну, как тогда, в то время, могли наблюдать солнечные затмения? Ну, вот так называемый метод Аль-Бируни. Года жизни этого известного астронома вы видите. Он предложил вот такой метод, который использовался тогдашними арабскими астрономами, что если смотреть вот при такой геометрии, как здесь показано, в гладь водоема, но нужно, чтобы водоем был не возмущен, а его поверхность была абсолютно гладкой, ровной. Тогда по отражению можно увидеть, собственно говоря, характер самого затмения. Часть освещенную и часть темную. Но в данном случае этот метод не подходит к нами разбираемому случаю, потому что никаких гладких водоемов в том месте, где Игорь и его дружина увидели затмение Солнца, не было. Была река Донец. Но, во-первых, это река, вы представляете, что она течет, и, конечно, никакой глади, идеальной глади, вот такого садового бассейна нет. Есть еще один метод, предложенный современным астрономом, уже, к сожалению, ушедшим от нас, Морисом Минартом. Это был очень известный астроном, мне посчастливилось поработать с ним в комиссиях Международного астрономического союза. Кроме, собственно, астрономических работ, он очень увлекался популяризацией, и в том числе он предложил такой метод наблюдения солнечного затмения в природе, когда, скажем, через листву изображение Солнца попадает на Землю, здесь возникают некие зайчики, условно говоря, а работает так же, как работает камера обскура. Может быть, часть, по крайней мере, из присутствующих знает, что такое камера обскура. Это с очень маленьким ящичек, так грубо говоря, с очень маленькой дырочкой. И эти прошедшие через листву, через расстояние между листвой, эти зайчики, они также отражают картину, которой наблюдается Солнце. Полное ли это Солнце, частично затменное или как. Но это тоже не подходит к нашему случаю, потому что, вспомним, дружина Игоря приближалась уже к половецким землям, то есть они стояли посреди степи, где, во-первых, нет никаких деревьев, это степь,
а во-вторых, это ковыльная степь, то есть степь, поросшая очень высокой растительностью. И, конечно, никакого вот такого, ну, достаточно гладкого, ровного, пусть даже с короткими ростками травы, таких участков нет. То есть этот метод тоже нам не подходит. А тем не менее, вот мы с вами читали, что действительно было так. Видели люди, что было что-то. И вполне конкретное. Солнце, яко месяц. То есть, ну, если говорить о современном положении любительском, ну, сравнительно недавно, что делали любители? Коптили стеклышко, да? И через закопченное стеклышко наблюдали, как меняются фазы Солнца. Ну, последнее время копченое стеклышко ушло в прошлое, и использовались просто засвеченную фотопленку. Но ни того, ни другого трудно предположить в арсенале Игоревой дружины. Ну, во-первых, никто не знал, что будет солнечное затмение, поэтому с какой стати они бы запасались заранее копчеными стеклами и так далее. А тем не менее, все-таки мы должны прийти к выводу, что фильтр-то был, раз они видели солнце яко месяц, то есть они смотрели через какой-то фильтр. Ну вот мое предположение такое, что этот фильтр был один на всех, и это были сгущающиеся тучи. Вот так через сгущающуюся облачность, ну не совсем плотную, но вот где-то на пути к плотной облачности можно наблюдать, когда вот эта облачность погасит яркий участок солнца, то можно видеть вот такую картину. Ну, еще вот еще один снимок, тоже вы видите, вот самое начало затмения тоже можно увидеть в этом случае. Ну, вопрос, а почему? А стоит ли вот это брать во внимание? Насколько это оправдано? Оказывается, это написано в самом слове. Вот почитайте, что после того, как затмение кончилось, значит, Игорь вступил в Златостремя и поехал по чисту полю. Но вот когда он едет, что его сопровождает? Солнце ему тьмою путь заступаше, ночь, стонущий ему грозою, птичь убуди, свист зверин веста, сби див кличет вверху дерева. Ну, див в данном случае некое сказочное животное. Но не правда ли, согласитесь со мной, что это точное описание погоды, что вот перед грозой действительно тучи сошлись, сгустились, и вот все остальное автор написал. Он действительно вот все это видел. Тогда следующий вывод отсюда поступает. Если человек все это видел и все это отобразил в тексте, что, скорее всего, это был автор, участник событий. То есть он при этом присутствовал, он все это видел. Видел, как затмевается солнце, становится месяцем, как вот начинается гроза и так далее, и так далее, и так далее. Значит, к одному из вопросов, кто же написал слово о полку Игореве, через астрономические данные мы здесь можем подойти. Значит, астрономия, я надеюсь, убедительна для вас.
ну, если неубедительно, это моя вина только, а не астрономии, говорит о том, что действительно автор был среди этих полков. Ну, я хочу подтвердить это еще одной ассоциацией. Вот такое событие, как Парад Победы 24 июня 1945 года. Ну, всем известное событие. А многие ли вот из присутствующих или, так сказать, знакомые знакомых знали, какая была погода в этот день? И помнят ли о том, что какая была при этом погода? Ну, вот я тогда, был совсем небольшой, и мы с ребятами собрались пробраться, на Красную площадь, конечно, нас бы не пустили, а пробраться где-то рядом с Красной площадью, чтобы посмотреть, как техника, нас интересовало вот не полки просто, а техника будет проходить, чтобы мы это посмотрели. У нас не получилось, родители не отпустили. Почему? А потому что с утра 24 июня 1945 года шел проливной дождь. Кто об этом помнит, кроме так сказать, непосредственных участников? Я нашел письменные подтверждения этому. Стоят, увидите, полки, если вы присмотритесь, то на каске у солдат капельки, то есть они действительно стоят под дождем. И вот один из участников Парада Победы пишет: день 24 июня 1945 года, когда состоялся Парад Победы, выдался, к сожалению, пасмурным. С утра шел дождь. Далее он описывает, где они стояли, там, как были расположены полки и так далее. Но вот для нас сейчас важно, что вот свидетель помнит, какая была погода. Значит ли это? А мне кажется, что это очень значит, имеет большое значение, что автор слова о полку Игореве действительно был непосредственным участником событий. Я обсуждал эту проблему с одним из крупнейших исследователей слова о полку Игореве. Он здесь был, показан в лекции. Это Андрей Анатольевич Залезняк. И когда я ему сказал, этот тезис привел, он сказал, как это удивительно и как это странно. Ни в одной летописи мы не находим сведений о погоде. Никому это не надо. Подумаешь, какая там, был ли дождь, не был ли дождь. Но вот в данном случае, мне кажется, что зацепившись за дождь, который тогда был, за бурю, можно сделать показанный здесь вывод. И, наконец, последнее, о чем я хотел с вами поделиться, связанное с астрономией. Знал ли, такой вопрос, знал ли Игорь астрономию? Почему этот вопрос, собственно, у меня возник? Смотрите, это опять-таки строки из слова о полку Игореве. Тогда вступи, Игорь, князь Златостремя, и поехал по чисту полю. Значит, если он вступил в стремя, то перед этим он был в спешенном состоянии, то есть он не сидел верхом. А для того, чтобы князь садился верхом, существовали определенные и даже высокопоставленные люди, которые называли стременными, помогали ему сесть и так далее. То есть в те времена, 8 веков назад, это, казалось бы, простое событие, сесть на коня, сойти с коня для князя, это была целая церемония. Итак, что мы отсюда, какой делаем вывод? Игорь
сел верхом после того, как затмение кончилось. Он отдал приказ войскам двигаться и поехал по чистому полю. Но мы помним, что затмение это длилось 2 часа, как минимум. А что было до этого? Ну, опять-таки, одна из иллюстраций Фаворского, ну, здесь она не совсем точна, так сказать, с нашей точки зрения. Игорь находится верхом, затмение здесь полное, не соответствующее тому, но дело не в этом. То есть 2 часа дружина, Игорь и дружина, они что-то обсуждали. Ведь то, что они увидели на небе, для тех людей того времени, это было не рядовое явление, это было знамение, которое следует либо принять и повернуть срочно войска назад и уйти, ну, либо не принять. И вот в летописи по Ипатьевскому списку здесь как раз и написано, ну, после той обычной фразы, что Игорь увидел на солнце, да, а дальше там поникли головами его союзники, его дружина, стали говорить, что это не на добро и так далее, и так далее. То есть шла дискуссия о том, что все это очень плохо, и все это кончится нехорошо. Есть еще одна и не одна вещь, почему важно здесь. Ведь даже Бог, то есть Бог славян, языческий Бог, он считался прародителем славян. Ну, мы знаем к тому времени, что Игорь, сам князь, он уже принял христианство. 200 лет на Руси уже было христианство, но если вы вчитаетесь в слово о полку Игореве, вы увидите, что там нет практически обращений к христианским символам, а там в основном вот есть обращение к языческим символам. Ну, прежде всего, к Верховному Богу. Вспомните плач Ярославны, если он у вас на памяти. К кому обращается Ярославна? К тем же самым языческим символам, к Днепру, к ветру и так далее, и так далее. А Владимир Святославович, названный Владимир Красное Солнышко, вот почему он красным солнышком был назван? Не потому, что он такой красивый и симпатичный, а потому, что солнышко красное было прародителем славян. И естественно, что князь, ну, верховный князь, он должен быть прежде всего вот потомок самого солнца. Еще удалось мне найти такую вещь, что, оказывается, существовало в те времена родовое проклятие Ольговичей. Ну, Ольговичи – это потомок Олега. Олег – это внук Ярослава Мудрого и дед того Игоря Новгород-Северского, о котором мы говорим. И что же с ним приключилось? Вот в соответствующий год опять было затмение, опять солнце погибло. И через некоторое время после этого затмения скончался Олег Святославович. Согласитесь, что для людей того времени вот эта вот связка явления на небе и потом кончина князя, она немаловажна. И немаловажна она, наверное, была, но это мы можем только фантазировать, в тех дискуссиях, которых Игорь вел со своей дружиной. Ему вспоминали родовое проклятие Ольговичей.
Ну, а как это было? Это было, в общем-то, еще свежо на памяти. Значит, это затмение было 23 июля 1115 года. Ну вот наша Земля так выглядела из космоса. Дальше мы видим границу полутени, вот так она проходит, и вот это вот граница полной фазы. Ну, граница полной фазы проходит несколько южнее Киева и несколько южнее Новгорода Северского, где потом стал княжить Игорь. И в Новгороде Северском, и в Киеве примерно одинаково видели это затмение. То есть оно было почти полное, вот оставался небольшой кусочек, но так или иначе довольно заметное это было затмение. Значит, это все было еще на памяти у людей, я хочу сказать. Не просто так. И тем не менее, значит, князь Игорь перешел Донец, то есть он дал команду своим полкам. А я думаю, что это не просто была команда, наверное. Он сумел их в чем-то убедить. Не просто отдать, вот, так сказать, пошли и все. Потому что дружинники – это все-таки близкие к князю люди. И поэтому с ними князь обращался, дружественно, так скажем. Вот, тем не менее, значит, Игорь отдал приказ двигаться дальше. И более того, вот 1 мая, значит, наблюдали они затмение здесь, а через некоторое время, выйдя к Осколу, они разбили, в первой битве разбили половцев. То есть у Игоря были все основания сказать, вот, по-простому, я же вам говорил, что это затмение ничего не значит особенного. Вот половцев мы победили. Правда, потом при последующем движении они были половцами окружены, и Игорь попал в плен, но это уже дальнейшая история. Так вот, повторяем вопрос. Может, Игорь знал астрономию, и, глядя на солнечные затмения, он знал, что это не некое мистическое явление, а это вот астрономическое, обычное астрономическое явление. Ну, откуда он мог знать? Вот вернемся к этому. Прежде всего, из литературных источников. А литературными источниками в данном случае были те книги, библиотеки, рукописи, которые на землю русичей привозили зарубежные княжны, потому что, как правило, в жены брали тогда княжон зарубежных. Ну, вот одним из первых был Ярослав Мудрый, который взял в жены скандинавскую княгиню Ингигерду, которая стала Ириной, поселившись в Киеве. Ну, это современная картина, это, конечно, не документальное полотно, но, тем не менее, вот видите, Ярослав Мудрый, Ирина, и книжник сидит с книгой между ними, что, по-моему, тоже очень знаменательно. Есть еще много, относительно много таких указаний. Например, Гертруда, которая стала княжной Киевской с 1043 года, она с собой тоже привезла библиотеку. И одна из книг из этой библиотеки сохранилась до сих пор. Это так называемый Кодекс Гертруды. Вот один из наших современных исследователей, Робинсон,
он составил такую схему, откуда приходили на землю русичей княжны. Ну, оказывается, что в основном это были из Европы, из Скандинавии, из Восточной и Западной Европы, ну и, конечно, из Византии. А вот если мы посмотрим, что тогда в плане книжном делалось в Европе, вот в 1126 году был сделан латинский перевод трудов Аль-Хорезми, то есть трудов астрономических. Немножко позже, в 1975 году, был сделан латинский перевод Альмагеста Птолемея. Но все знают, что такое Альмагест. Это в то время, так сказать, основная научная книга по астрономии. Вот Виталий Александрович Бронштейн, который много раз читал лекции под этим куполом и был здесь в планетарии, работал много, он обратил мое внимание, когда мы с ним обсуждали давно, еще на самых первых, так сказать, этапах подготовки этой работы, он обратил внимание, что родная бабушка Игоря Святославовича Новгород-Северского, потом, о котором мы говорим, гречанка Феофана Музалон, могла бы привести в русские земли византийские книги, в том числе и греческий текст, опять-таки, того же Альмагеста Птолемея. Ну и вот в рукописи, в Радзивилловской рукописи, есть такое знаменательная миниатюра, иллюстрация. Я обращу ваше внимание, что здесь вот люди с нимбами. Это не то, что это изображены святые, а это князья, которые, как мы раньше видели, по верованиям славян были потомками солнца. И поэтому вот такой признак, такой нимб солнечный вокруг головы – это просто принадлежность к княжескому роду. Ну и дальше написано, что вот в этом году было, так сказать, отрежено 2 попа барзаписца, то есть те, которые быстро очень писали, и с тем, чтобы перевести все книги с греческого языка во славянский, а славянский язык является русским. Опять-таки знание шло от книг. Ну, тот же самый Виталий Александрович Бронштейн указал еще на одно сочинение, которое заведомо существовало на Руси того времени. Речь идет об сборнике Святослава. Святослав – это один из сыновей Ярослава Мудрого, и он вот распорядился составить такой сборник, в котором, в частности, излагалась система мира Птолемея. Но опять мы упираемся в астрономические знания, не в астрологию, не в мистику, а вот именно в строгие, на том уровне, конечно, астрономические знания. И где и движение Луны описывалось, и что такое затмение и прочее. Этот сборник, который был изготовлен в 1073 году, он сохранился до наших дней. Вот одна из его картинок. Ну, а поскольку Святослав Ярославич был родным прадедом князя Игоря, Бронштейн полагал, что один из списков из сборника мог попасть в Новгород-Северский, и молодой княжич мог с ним ознакомиться. То есть это не такая уж фантастическая идея, что князь Игорь мог знать астрономию. Ну, вот этот самый оригинал
Вот он здесь показан. Так выглядела эта книжечка. Ну и, наконец, Дмитрий Сергеевич Лихачев показал, ну, заочно, конечно, показал мне еще одну вещь, что на Руси в то время существовало такое литературное произведение, которое называлось, ну, чисто астрономически. Вот судите сами. Это произведение Иоанна Дамаскина, которое называлось «О свете и огне и светильницах», где были в том числе описаны и то, как происходит затмение. Ну, вот это современная схема затмения. Но вот если взять в изложении Дмитрия Сергеевича вот этот кусок из произведения Иоанна Дамаскина, то здесь все очень четко описано, как Луна затмевает Солнце, и почему это происходит, и прочее, прочее. Ну и, наконец, последний аргумент, который я хотел бы привести. Значит, в то время вообще имение книг, вот как вы видите, считалось паче золота. То есть наши с вами предки 8 веков назад были не какими-то окраинными, так сказать, жителями окраинного Медвежьего угла. Они были по-настоящему европейски образованными людьми. Это показывает прежде всего обнаружение так называемых берестяных грамот, если вы помните. В свое время были обнаружены многочисленные берестяные грамоты, ну, берестяные, потому что писались они на бересте. Но каково было их содержание? Во-первых, их было много. То есть всеобщее образование, оно так и было всеобщим образованием. Во-вторых, эти грамоты, это не были переписка там духовных лиц, которые были избранными и так далее. Это были, ну, если сказать по-современному, тогдашний интернет. Потому что в них люди писали, что вот если ты помнишь, ты мне должен столько-то, или наоборот. Если ты помнишь, я должен отдать тебе такие-то деньги. Или, значит, я скоро приду к тебе в гости и прочее, прочее. То есть это совсем обыденные вещи, не касавшиеся каких-то высокодуховных аспектов. То есть вот эта грамотность, это знание, оно, конечно, подтверждает того, что уж если простые люди, если так можно сказать, владели этими вещами, то уж князья-то заведомо должны были быть образованными людьми. Ну и я нашел некое подтверждение. Вот посмотрите на эту картинку. Это миниатюра из одной из летописей. Что мы здесь видим? Ну, мне кажется, это школа. Вот учитель, вот ученики, вот книжки. А кто сидит на первой парте? А на первой парте сидит мальчишка, у которого княжеский ореол. То есть княжича учили на самом деле знанию. Ну, на этом я закончу свою лекцию. Не знаю, насколько убедителен я был, насколько интересно вам показалось вот такой астрономический взгляд на одно из древнейших произведений русской литературы, «Слово о полку Игореве». Надеюсь, что это было для вас интересно. Спасибо большое. Погромче. Как влияет затмение на людей психологически? Ну, вы знаете, я участвовал в наблюдении нескольких затмений полных. В основном
они влияли на животных. То есть вот когда солнце затмевается, собаки начинают выйти, как-то животные себя ведут неправильно. Ну, а люди, наши современники, они уже знают. Я надеюсь, то, что знал еще Игорь, что здесь ничего страшного нет. Сейчас солнце затмилось, через час или два оно опять вернется в прежнее состояние. А физически, если говорить о физике, ну, тут, по-видимому, нет, наверное, особых причин, потому что от Солнца идет солнечный ветер, вот вообще-то говоря, который и магнитные поля, изменение магнитных полей и прочее, вот на нас влияет. Особенно вот то, что было в предыдущий месяц, когда менялась погода, тепло на холод, опять а погода ведь менялась от чего? Что менялось атмосферное давление. И одновременно менялось магнитные бури происходили. Это на человека влияет, на людей. Правда, не на всех. Потому что есть такая категория, как атмосферозависимые люди, которые это чувствуют, и им становится хуже. Ну, а есть люди, просто для которых это все равно. Спасибо. Еще вопросы? Огромное спасибо за очень интересную лекцию. Меня, например, заинтересовал вот какой аспект сказанного вами. Ну, вот как вы считаете, вот вы лично считаете, что доказанным, что все-таки автор слова полку Игорю был участником событий? Ну, доказанным сложно сказать, потому что доказательство требует очень широкой аргументации. Вот из того, что я привел, мне казалось, да. Я встречал некие утверждения и специалистов других областей, скажем, вот как лингвистов, как Залезняк и прочее, они тоже склоняются к тому, что это так и было, что писал именно участник. Ну, они там по-своему, скажем, Андрей Анатольевич Залезняк, он указывает на то, что автор в процессе, он как бы, некие хвалебные слова Игорю вставляет туда. Хотя, в общем-то, если брать общий контент всего, этого не должно быть, потому что, если вы помните историю, значит, сначала российские русичи объединились против половцев, вместе сходили, их разбили и прочее, Игорь не пошел. Он не пошел в этот поход. То есть он как бы поступил нехорошо, да? А пошел отдельно в свой поход, и который кончился неудачно. И тем не менее автор его восхваляет. Ну так, не то чтобы постоянно, там, не то чтобы очень рьяно, что ли, но тем не менее он произносит хвалебные слова. Поэтому ряд лингвистов считают, что так может говорить только человек, который был рядом. То есть не союзник, а, скажем, в общем, человек, который участвовал во всем этом, поддерживал Игоря и так далее, и так далее. То есть, но, с другой стороны, до сих пор, и я не знаю, чем это, так сказать, будет ли это когда-то подтверждено, вот конкретно именем, фамилией и прочее, да. Позвольте еще один вопрос в развитии первого. Значит,
за описанную историю человечества наблюдало очень много солнечных затмений, и в том числе и таких продолжительных, как вот в 1185 году, 1 мая. Ну, когда затмение длится 2 или около того часов, очень часто описывается, что наступает ужас у человека. Вот могло ли это повлиять на моральное состояние войск князя Игоря? И как вы думаете, что было бы, если бы во время его похода этого затмения не было? Спасибо. Вот вы попали в одну из болевых точек, если можно сказать, доклада, да, на чем я обосновывался, что действительно это событие такое для тех людей, даже ну, если вот современные люди иногда себя чувствуют некомфортно во время длительных затмений, то те люди, жившие 8 веков назад, конечно, для них это было ну, нечто такое, что влияло очень плохо. И тем не менее, вот Игорь сумел их убедить. Вот понимаете, в чем зацепка получается, что если бы, ну, если бы просто там какое-то частное затмение произошло, так, мимолетно, ну, что-то случилось. А тут вот я понимаю, что мне кажется, что многие из тех, а как я уже сказал, ну это не только я сказал, это я ссылаюсь на мнение литературоведов, которые считают, что основная часть дружины Игоря были язычники. Еще они до сих пор, до тех пор, вернее, да. Вот, ну, не знаю, вот мне бы казалось, что наоборот он был образованный. Может быть. Ну, это, конечно, вопрос. Это вопрос, который остается и который интересен для того, чтобы его рассматривать с разных сторон. Спасибо. Еще вопросы? Подойдите, пожалуйста, к микрофону, нам не слышно всем. Благодарствую вам за интересную лекцию. Вы начали свое выступление с того, что разработана определенная программа энтузиастами, позволяющая как раз как вперед, так и назад высчитывать, ну, насколько я понимаю, математическую модель движения солнечных светил. Так вот, мне не хватило, либо я этого не услышал, понимания следующего. Та датировка, какая была представлена в слайдах, которые вы говорили, там 1 мая и так далее, и летоисчисление, насколько я понимаю, вот это вот славянское, да, то есть не это самое, насколько оно по вот этой вот модели согласуется с тем, что в тот год, в тот день было действительно это затмение. И вот это вот моделирование, оно на основе как бы вот этой вот программы от сегодняшнего дня представлено или смоделировано на предмет вероятности отписанных событий для того периода? Понял. Значит, эти программы, которые называются Redshift, ну, что такое в астрономии Redshift, наверное, все знают, да, красное смещение, ну, так назвали. Значит, первая программа была Redshift 3, затем 5, 6 на русском языке. Я имею в виду только на русском, потому что эти программы издавались и на иностранных, и распространялись. Вот. Там ситуация, ну, простая. Я, наверное, не смогу вам так вот квалифицированно объяснить систему перевода тех чисел в настоящие, но там, когда вам что-то нужно, вы в окне, скажем, компьютера, вы набираете число, которое вам нужно, вот то же самое 1 мая, там, вот, и дальше вам дается модель того, чего вы хотите. Солнечные затмения, скажем, там, ну, там есть очень много то, что
Ну, из того, что я смотрел, например, древние египтяне, они свои сельскохозяйственные работы приурочивали к восходу и закату определенных звезд. Вот. И вот эти, так сказать, вот эти явления можно там найти и так далее. Ну и, значит, конечно, эти программы, они сопровождаются довольно обширным описанием. Поэтому тут я боюсь, что я не смогу вот полностью ответить на ваш вопрос. Советую только, значит, чтобы вот обратиться к этой программе, где все довольно очень хорошо описано. Кроме того, что она хорошо на самом деле работает. Ну, вероятно, есть смысл вспомнить о правиле Саруса, которое позволяет нам просчитывать затмения как в прошлом, так и в будущем, что они повторяются через определенное количество времени. Наверное, это учитывалось при составлении программ. Ну, естественно, естественно. Ну, с Саросом у меня была такая история, может быть, вопросов на этот счет нет. Я сам проявлю инициативу. Все, наверное, знают, что такое современное или модерное летоисчисление Фоменко. Да? Присутствующие. Вот. И вот там вот я поймал его на одной вещи, что, значит, он как бы, так сказать, смещает всю шкалу времени, там, ну, в средние века у него перемещаются и прочее, прочее. И вот он на Саросе ошибся, потому что он, так сказать, взял одно затмение, а стал использовать то, которое было, соответственно, через там 12 с лишним лет. Это касалось пунических войн. И там очень ясно это было показано, ну, можно было видеть, потому что в первом случае воины, которые воевали на поле, они вот увидели затмение, и, так сказать, это произвело свое действие. А во втором случае, который по Фоменко, это затмение мог увидеть, ну, по-моему, только какой-нибудь пастух, который рано-рано утром гонял скот, потому что затмение начиналось при самом восходе солнца. И солнце еще не успевало войти над морем, а затмение уже кончилось. То есть никакого вот такого реального воздействия не было. Так что, конечно, вопрос времени. Фаина Борисовна, когда будет Куимов выступать? Он вчера прочитал лекцию. Вчера, да? Потому что вот наш специалист из нашего института по астрометрии, вот он вчера здесь читал лекцию, он бы, наверное, мог более квалифицированно объяснить систему времени, потому что он этим занимается. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию, было действительно очень интересно. Вот какой вопрос возник. Скажите, а известны ли какие-нибудь летописи со стороны половцев? Вот они-то что думали об этом событии? Связывали ли они пришествие Игоря с солнечным затмением? Может быть, действительно Игорь понимал астрономию и использовал затмение как устрашающий фактор? Вы знаете, насколько, может быть, я не до конца осведомлен, но, насколько я знаю, у половцев не было письменности. Их, все их, так сказать, предания и прочее, они из устные, они передавались из уст в уста, и до сих пор я не встречал, чтобы вот эти устные воспоминания были как-то записаны. Потом ведь половцы как народ на определенном этапе, это хорошо, наверное, все почитать у Льва Гумилева, который этими вещами занимался. Вот. Потому что на каком-то этапе половцы, как народ,
они растворились. То есть они стали, ну, другими, и вот как этнос их уже не стало. Ну а когда нет целиком народа, то и нет такой культуры. Еще вопросы? Ну, это как раз я опять вас направлю вот на астрономические, но не обязательно на Redshift, а, так сказать, на астрономические программы компьютерные, потому что там все очень просто. Вы задаете себе задачу солнечные затмения на такой-то широте, и вам компьютер выдает сразу, сколько будет солнечных затмений вот, ну, в ближайшее, ну, вы сами скажете, там, в ближайшее столетие, там, в ближайшее десятилетие и так далее. Пока что у нас, ну, как сказать, если говорить о Москве... 16 октября 2126 вот года именно, самое я ближайшее как раз затмение. хотел сказать, В 10 часов 45 минут утра. что По московского московскому времени. затмения мы, наверное, не дождемся. Хотя я всем желаю до него дожить. Я могу всем порекомендовать приобрести школьный астрономический календарь, который издается в Московском планетарии и продается в нашем магазине. Каждый год издается календарь, и в нем заранее вы все можете узнать на весь год вперед. Есть астрономические календари более протяженные по времени, и там тоже все это написано. А самое главное, что все эти затмения просчитаны с высокой математической точностью на сотни лет вперед. Поэтому начать можно со школьного календаря, который на год рассчитывается, и вы будете знать все интереснейшие астрономические события в этом году. А дальше уже вот можно и более серьезные какие-то рассматривать источники. Спасибо. Еще вопросы? Еще, пожалуйста, да. Нет больше вопросов? Ну, тема очень такая вот, конечно, узкая, безумно интересная, но чтобы задавать вопросы, надо, наверное, было все-таки познакомиться, что-то где-то почитать. А я думаю, что все присутствующие все-таки знают об этом памятнике литературном что-то. А сегодня узнали еще какие-то интересные подробности. Вот для себя я, например, тоже узнала много интересного. А что касается впечатления от затмения, я сама наблюдала трижды полные солнечные затмения. Могу сказать, что полный восторг при этом испытывает современный человек. Когда видна корона, когда среди дня становится темно относительно, видны яркие звезды. А если есть планеты в этот момент на дневном небе, то это просто что-то волшебное. Поэтому, если интересно, вы можете отправиться в какой-то момент, понаблюдать полное затмение туда, где оно будет, и вы получите огромное от этого удовольствие. И запомните это на всю свою жизнь. Будете рассказывать детям и внукам, как это делаю я, например. Так что древние новгородцы были правы, когда они даже в летописи отразили, насколько это Конечно. все было. Запоминающийся на всю большое. жизнь. Поблагодарим Спасибо, Владислава что вы пришли. Владимировича. Спасибо.